Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні покажу вам, як заплести ось такі гарні коси. Це дуже легко і просто, а плетінка виходить висока, об'ємна, пухка і дуже смачна. В миску для замеса выливаю теплое молоко, добавляю прессованные дрожжи, чайную ложку сахара. Из общего количества все это хорошо перемешиваю до его растворения. И 200 грамм муки, тоже из общего количества. Вымешиваю до однородности. Вот такая вот получается опара, консистенция густой сметаны. Накрываю пленкой и отставляю где-то на 20-25 минут. За это время опара хорошо подойдет, а я приготовлю остальные продукты. К яйцам добавляю соль. Пол чайной ложки набираю с горкой, по весу это 4 грамма. Сахар вместе с ванильным. Сливочное масло, я его немного подогрела. И столовую ложку растительного масла. Здесь 2, но одну оставляю для вымешивания теста. Все это хорошо перемешиваю и жду, пока подойдет опара. За 25 минут вот так вот хорошо подошла опара. Выливаю сюда сдобу и перемешиваю с опарой до полного соединения. И высыпаю сюда муку. Беру меньше, чем указано в рецепте. Немного оставила. Если она мне понадобится, то, конечно, добавлю. Чтобы тесто не забивать мукой, не замесить его плотным, тогда выпечка получится пышная и вкусная. Обливаю тесто. Я рассказывала в некоторых своих видео, что если готовите тесто для пирожков или булочек, круглых, овальных, то замешивайте его мягким. А если для калачей, плетенок, для таких изделий, которые должны держать форму, какой-нибудь рисунок, то замесить его надо немножко плотнее. На стол высыпаю оставшуюся муку, на нее тесто. И помесить его надо, как обычное дрожжевое, около 10 минут. Это я говорю о вымешивании на столе. Не спешите вмешивать всю муку, добавляйте ее по чуть-чуть, вот только подпыляйте коврик и продолжайте вымешивать. Таким образом тесто хорошо вымесится, а муки понадобится меньше. Для удобства коврик можно смазать немного растительным маслом, чтобы не добавлять лишнюю муку. Ну вот так вот и достаточно. Сейчас я его округлю. Посмотрите, какое красивое тесто. Миску смазываю маслом, тесто тоже. Накрываю и оставляю для подъема. За 40 минут вот так вот хорошо подошло тесто. Коврик я не смазываю маслом, тесто жирное, оно не прилипнет. Посмотрите, какое воздушное, пузырится. Делаю обминку, снова подкатываю в шар, возвращаю миску, накрываю и оставляю на такое же время. При комнатной температуре я ему не создаю особых условий. Сейчас лето, жарко, подойдет и так. Тесто снова хорошо подошло за такое же время. Коврик немного смазываю растительным маслом, а потом уже раскатывать, подкатывать жгутики буду на муке. Отрезаю 400 грамм, делаю ему обминку и возвращаю в миску. Из этого теста потом сделаю пирожки. А это тесто, здесь его килограмм, поделю на 10 кусочков весом по 100 граммов. Теперь каждый кусочек надо округлить. Для этого сразу выдавливаю большие пузыри воздуха, уплотняю тесто, подтягиваю краешки в середину и придавливаю. Переворачиваю гладкой стороной вверх, подкатываю, округляю. Снизу тоже можно защипнуть. Получаются плотные колобочки. И уплотняйте их в меру. Подкатывайте так, чтобы сверху этот колобок оставался гладким. Тогда и раскатанное тесто тоже будет гладким. Так подкатываю все шарики, накрываю пленкой и оставляю на 10 минут. Тесто пролежало 10 минут. Видно, что еще немножко подошло, клейковина расслабилась. Теперь его можно раскатывать. Подпыляю немного коврик, тесто сверху тоже. И раскатываю в овальные лепешки. Сразу в длину, немного в ширину. Сильно большими их делать не надо, и слишком тонко раскатывать тоже не надо. Переворачиваю гладкой стороной вниз и точно так же раскатываю следующие. На одну плетенку мне надо 5 жгутиков. Вот, раскатала 5 кусочков, накрываю их пленкой, чтобы не засыхали.
Снова слегка подпыляю коврик и раскатываю следующие 5 на вторую плетенку. Теперь эти накрываю пленкой, а те, которые раскатывала первыми, подкатываю в жгутики. Подворачиваю тесто и хорошо защипываю. И так каждый раз подвернула, придавила, подвернула, придавила. Так жгутики получатся более плотными, ровными и гладкими. И в них не будет больших пузырей воздуха. Если где-то что-то и останется, то совсем чуть-чуть проколите и выдавите. Теперь защипываю шовчик. Особенно это надо сделать посередине, по краешкам он и так придавится. И раскатываю. Жгутик должен получиться не одинаковой толщины по всей длине, а посередине толще, по краешкам тоньше, такой пузатенький. Тогда и плетенка у вас получится красивая, правильной формы, в форме лодочкой, а не такая, как колбаса, длинная и ровная. Снова хорошо его уплотнила и раскатываю. Вот середину я, можно сказать, даже не придавливаю. Просто начинаю с середины, иду к краешкам и здесь уже придавливаю и раскатываю. Серединка остается потолще. Снова их сверху немного подпыляю, накрываю вот этой вот пленкой. И так подготавливаю все жгутики. Только потом начну делать плетенки. Так они равномерно подойдут. Не будет такого, что первую плетенку вы раскатали, подкатали жгутики, заплели, положили на листик. И только потом начинаете раскатывать эти шарики на вторую плетенку. Конечно, первая уже будет подходить, а вторую вы будете только подготавливать. Придется тогда выпекать или на разных листах, или плетенки у вас получатся разные. Одна хорошо подойдет и будет пышная, а вторую на плетениях порвет, потому что она не успеет подойти вместе с первой. И сразу раскатываю не до нужной длины, где-то сантиметров 20-22, а потом раскатаю до 35. Теперь накрываю эти жгутики. Так, ну и вот теперь начинаю раскатывать до нужной длины. 35-36, ну максимум 37 сантиметров. Тоже раскатывайте так, чтобы жгутик посередине был толще, а краешком потоньше. Собираю их с одной стороны, хорошо защипываю, можно даже придавить к столу, чтобы они держались. Разделяю в одну сторону 3 жгутика, во вторую 2. И начинаю заплетать. Все время беру крайние и над вот этим вот вторым их перекрещиваю. И тут же перекрутила 2 вместе. Снова крайние, снова перекручиваю. Вообще плетение очень простое и легкое. А форма получается красивая. Плетенки пышные, высокие, не такие, как обычная косичка. Вот с этой стороны получается донышко. Здесь красивая косичка, здесь. В конце собираю все жгутики, хорошо их сдавливаю, прокатываю и прячу под плетенку. То же самое делаю и с этой стороны. И вот посмотрите, какая получается форма. Хвостики потоньше, животик пузатенький, высокий. И вот это вот донышко. Посмотрите, совсем другое плетение. И оно более широкое. Поэтому плетенка на нем получается устойчивая. Переношу на листик и сразу же делаю следующую. Делю на 3 и 2 жгутика и начинаю заплетать. Вот на этом втором жгутике буду их перекрещивать. Точно так же беру крайние, сразу перекрестила на жгутики и тут же перекрутила 2 вместе. Снова крайние и опять 2 вместе. Эти 2 шага повторяются один за другим. И когда заплетаете тесто, не затягивайте. Укладывайте эти жгутики свободно. Тогда при подъеме плетенка будет меньше трескаться. Жгутикам будет куда подходить. Они заполнят все это пустое место. В общем, вы разберетесь. Вот так вот разложила на расстоянии, они хорошо подходят, увеличиваются в объеме. И пергамент у меня силиконизированный. Накрываю пленкой и оставляю где-то на 30 минут. Плетенки подходили 35 минут. Смазываю их разведенным желтком, добавила к нему 2 чайные ложки воды. Аккуратно не давите кисточкой на тесто, чтобы его не осадить. И смазываю по рисунку. Как лежат эти косички, так и смазываю. Если ваши плетенки при подъеме начинают разрываться, именно на плетениях, это говорит о том, что у вас мука не очень качественная, с более низкой клейковиной.
Тесто на такой муке не такое эластичное, не так тянется, не так растягивается, вернее. Легко рвется, как вата. Если вдруг такое случилось, не берите на себя все грехи, не ищите, в чем вы ошиблись, а лучше поменяйте муку. Купите другого производителя, может быть даже подороже. По желанию можно посыпать маком или кунжутом, пока еще желток не засох. Засыпала сверху, придерживаю за бумагу, немного приподнимаю листик и засыпаю по бокам. То же самое и с другой стороны. Все, плетенки готовы. Вот только сейчас включаю духовку на разогрев, температура 180 градусов. Нагревается она где-то 10-12 минут. За это время плетенки еще немного подойдут, смазка подсохнет, и колеровка получится более яркая, глянцевая и красивая. Все, духовка нагрелась. Посмотрите, какие красивые плетенки. В итоге получилось, что подходили они 50 минут. Плетенки испеклись, выпекались они 25 минут при температуре 180 градусов. Средний уровень духовки, подогрев вверх-вниз без конвекции. На последние 5 минут я их сверху накрыла пергаментом, чтобы вот эти вот верхние косички не подгорали. Они высокие и сильнее прихватываются. На готовность проверяла деревянной шпажкой. В самом высоком месте прокалываю, прокручиваю. Если тесто еще сырое, оно намотается на шпажку и вытянется. Ну а если она сухая, значит тесто пропеклось. Вот такая вот красивая форма. Плетенки пышные, объемные, но очень легкие, в руках просто невесомые. И посмотрите, какая колеровка. Румяные, яркие, глянцевые. Вот так вот хорошо запекается подсушенная смазка. Если поставите с мокрым желтком, они будут матовые, даже, возможно, в таких маленьких пузырьках, не такие яркие, ну, в общем, не такие красивые. Не дождалась полного остывания. Плетенки еще слегка теплые, поэтому тесто под ножом немного заминается. Но, несмотря на это, при разрезе совсем не крошится, осыпается только кунжут. Посмотрите, насколько мягкое, мелкопористое, сдобное, вкусное, ароматное тесто. Оно подойдет для любой выпечки, как с начинкой, так и без. Получается она, ну, очень вкусная. И покажу вам плетенку уже на следующий день, когда тесто выстоялось, структура его окрепла. Разрезается как масло. Мягкий, выстоявшийся. Тоже посмотрите, никаких крошек. И вот такой вот внутри. Подавайте ее к чаю, можно с маслом, вареньем, медом или к молоку. Тоже очень вкусно. Готовьте с удовольствием, радуйте своих любимых такой вкусной домашней выпечкой і приятного вам чаєпітія. А якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки, а спонсорам мого каналу за підтримку та допомогу. Мені дуже приємно, що ви цінуєте мій труд. І, як завжди, бажаю вам всього найкращого.